Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о вещах в нашем доме, которые провоцируют усталость. Часто мы даже об этом не задумываемся, а мы уставшие. Мы не понимаем, почему мы разбитые, почему у нас все валится из рук. И ответ в этом видео. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация будет полезна. Бывает так, что ни с того ни с сего вы начинаете подмечать, что, находясь дома, например, придя с работы, вы валитесь из ног и мечтаете только лишь бы о том, чтобы поскорее добраться до своей любимой кровати. Но здесь не стоит списывать на погодные условия или то, что вы устали на работе, у вас был тяжелый день. Да, это имеет место быть. Но если вы в течение всего дня работали активно, у вас был достаточно плодотворный день, а придя домой, ваш дом, ваша квартира навевает на вас сон, тогда дело точно не в вас, а в тех вещах, которые вызывают усталость и вызывают усталость без какой-либо причины. Первая причина вашей усталости – это холодный оттенок стен. Цвет, в который окрашены ваши стены, или, например, обои однотонные или в цветочек, в той же в спальной комнате, они могут влиять на ваше настроение и провоцировать усталость. Вы знаете, если у вас тона серые, синие, голубые и другие холодные оттенки, то они действуют на человека умиротворяюще, замедляют сердечный ритм и даже понижают сердечное давление. Поэтому в такой обстановке нас будет всегда клонить в сон. Поэтому, если вы хотите почувствовать себя бодрее, то перекрасьте стены в более позитивные теплые цвета. Если у вас нет такой возможности, то привнесите в декор, в интерьер своего дома теплые цвета. Окружите себя такими цветами. Следующее, почему у вас может быть усталость, это постоянно работающий телевизор. Вы должны понимать, что вот тот шум информационный, который идет от телевизора, он плохо действует на психику человека. Если у вас есть такая вот привычка браться за пульт, как только вы зашли в квартиру или в дом, не удивляйтесь тому, что у вас появляются головные боли, и в какой-то момент даже белый свет становится не мил. Кроме того, обращаем внимание, что диапазон синего видимого излучения подавляет выработку мелатонина, а это гормон, который регулирует суточные ритмы у человека. Поэтому сон, он становится беспокойным, и вы действительно не можете нормально отдохнуть и перегрузить не только свой мозг, но и свое тело. Следующее, что придает вам усталости, это грязь, разбросанные вещи, беспорядок и хлам. И беспорядок держит наш мозг в постоянном стрессе и напряжении, при этом мешая нам сосредоточиться. В конечном счете это приводит к нашему нервному истощению и отсутствию бодрости. Поэтому, если вы хотите улучшить свое самочувствие, то перестаньте засыпать на ходу.
Просто возьмите себя в руки и наведите порядок в своем доме. Или возьмите, вызовите клининговую компанию, которая справится с этой задачей на раз или два. Далее, что придает вам усталости, это фастфуд и крепкие напитки. К сожалению, это тоже является не самой лучшей идеей, особенно употребление перед сном, потому что еда, которая обогащена простыми углеводами, сахаром, спровоцирует достаточно сильные, частые скачки сахара в крови и с последующим, опять же, резким падением. И это приводит к тому, что мы себя чувствуем не просто усталыми, а еще и разбитыми. Также употребление алкоголя перед сном приводит к беспокойной ночи, частому просыпанию и невозможности оторвать голову от подушки уже утром. Поэтому не стремитесь это употреблять. Далее ароматические свечи. Особенно, друзья, с запахом лаванды. Конечно же, этот аромат очень даже неплох. Но люди, которые постоянно вдыхают аромат лаванды, чувствуют себя расслабленными и постоянно хотят спать. Поэтому замените лаванду на мяту или как вариант на цитрусы. Но опять же, не старайтесь переборщить, потому что когда в вашем доме большое скопление ароматических свечей, вызывает головную боль. И как следствие у вас постоянная хроническая усталость. Далее плотно задернутые шторы и опущенные жалюзи. Они также вызывают депрессию и подавленное состояние. Дело в том, что для нашего с вами нормального функционирования нашего тела, организма, каждой нашей клеточки, его необходимо обеспечивать достаточным количеством света, солнышка. И если это не происходит, у нас начинает портиться настроение, и даже у людей появляются негативные мысли. Поэтому всегда открывайте шторы на день, а задергивайте их уже только вечером. Кроме того, если в вашем регионе очень мало солнца, также пейте витамин D3, он помогает организму. Также вы должны помнить и о том, что отсутствие температуры, то есть если в вашем помещении, в квартире, в доме слишком низкая температура, она также вызывает у вас чувство усталости. Почему? Потому что наш организм начинает впадать в спячку, как медведь. И потом сложно наше тело поднять, взбодрить. Поэтому 5-минутного проветривания спальной комнаты перед сном будет вполне достаточно, чтобы действительно почувствовать себя лучше.